работе пчеловода бывает так, что нужно подсадить матку ценной породы с наименьшим риском для того, чтобы пчелы ее убили на первоначальном этапе. И у меня вот как раз случилась такая ситуация. Мне пришли две матки среднерусской породы от известного матковода, уважаемого человека. Поэтому, в общем-то, я сегодня и расскажу, как я буду подсаживать этих маток. Постараюсь рассказать по шагам, понятно. Ну, в общем, смотрите. Так, ну в общем вот так вот выглядят пчелы. Не знаю, как там будет видно на записи, но я вижу здесь и одну, и вторую маточку. Они обе с номерками. Вот, бегают. Это хорошо. Спасибо пчеловоду, не надо будет мне их метить. Метки этого года красные. То есть все как надо. Комплектую этот корпус. Значит, ставлю сюда рамку с кормом. Так вот она у меня выглядит. Купил я у одного пчеловода пакеты, блин, рамки нестандартные. Вот, сюда ставлю, ну, вот такую вот осталась у меня рамка. Здесь немножко корма есть, немного отстроенные ячейки. Вот. Еще одна рамка полуотстроенная. Я ее уберу. Но здесь, в общем, останется тоже вот полуотстроенная такая рамка. Пчелы ее начали строить. И ну и завершает композицию рамка с отстроенной светлой сушью, в которую я немножко воды налью. Я ее наливаю из пульверизатора, потому как первое время у пчел будет недостаток летной пчелы, потому что она, в общем-то, слетит сейчас, и обеспечивать семью водой будет некому. Вот, то есть вот здесь 4 рамки. Но я когда пчелу стряхну, я их уже на месте поправлю. Вот, ящик этот обычный тара из под пчелопакета. Я к низу приделал пеноплекс, чтобы не намокало главным образом, ну и плюс теплее. Ну и соответственно сверху положок, утеплитель и крышка с полиэтиленовой пленкой. Ну и вот такой мини-семейка, мини-домик. Ну все, пора приступать к заселению. Ну, я, соответственно, беру пчелок из сильных семей. Поверху даю немножко дыма. Затем смотрю крайнюю рамку. Но при этом крайняя рамка должна быть обсижена пчелами. Она не должна быть пустой. Вот здесь вот достаточно немного пчел. И я их стряхиваю в новый улей. Здесь я знаю, что в верхнем корпусе матки не может быть. Она отделена от пчел в нижнем корпусе. Пчелы уже начинают печатать кое-где. Вот здесь вот видно. Пожалуй, им надо будет еще один. Но здесь я возьму 2 рамки.
Семья это достаточно сильная. Но сейчас июль, соответственно, главный медосбор. И поэтому важно сильно не ослаблять семьи пчел, даже сильные. На крайних рамках вот столько пчелы. Свою воронку я оборудовал остатком от ганимановской решетки. Ну, многие знают, у кого десятирамочные ульи, что остаются вот такие вот кусочки. Вот, и через него не может пройти матка. Поэтому сейчас, когда я добавлю дыма и погоню пчел вниз, матка пройти здесь не может. Все, пчелы от дыма убежали кто куда. Кто-то улетит, а кто-то пойдет в новые отводы. Кто-то, но не матка. И даже не трутни. Вот таким вот образом они заселяют новые отводы.